Приветствую вас, зрители моего канала. Автомобильный завод ГАЗ со дня своего основания выпускал вполне достойные среднетоннажные грузовики, которые оставили свой яркий след в истории отечественного автомобилестроения. Достаточно вспомнить такие грузовики, как ГАЗ-АА полуторка и ее модернизированную версию ГАЗ-ММ, ГАЗ-51 и 53, на базе которых заводом было выпущено огромное количество модификаций. Знаменитый армейский грузовик повышенной проходимости ГАЗ-66, именуемый в народе «Шишигой», пришедший на смену другому горьковскому полноприводнику ГАЗ-63. Выпускавшиеся до 2020 года советские и российские грузовые автомобили ГАЗ-3307 и 3309, а также армейский полноприводник ГАЗ-3308 «Садко», пока на смену не пришел новый среднетоннажник нового пятого поколения, получивший обозначение Next. И хоть они все отличались двигателями, приводами и их назначением, объединяло их всех одно – все они имели два моста. И чтобы еще больше расширить модельный ряд и область применения, долгое время в экспериментальном конструкторском бюро завода ГАЗ велись работы и над созданием трехосных грузовиков. Благодаря третьей оси конструкторы хотели улучшить не только проходимость, но и увеличить грузоподъемность. Но вот с тремя осями у Горьковского автозавода как-то не заладилось с самого начала. Вполне удачно сделанные опытные трехосные грузовики НИИ АТ А820, ГАЗ-33 и 34 должны были дополнить ряды двухосных машин. Но, к сожалению, так и остались на стадии опытных и в серийное производство не пошли. Повезло только ГАЗу ААА, дошедшему до серийного производства. И долгое время эту нишу трехосных машин занимали автомобили ЗИЛ, КАМАЗ, Урал и КРАС. Но от идеи создания трехосного ГАЗа никто не собирался отказываться, и она витает в воздухе и по сей день. И на этот раз экспериментальным автомобилем стал хорошо зарекомендовавший себя полноприводный ГАЗ 33081 «Садко», на базе которого на Нижегородском заводе транспортных машин ООО «Трансмаш» был собран грузовик с тремя ведущими мостами ЗТМ 390-85 и получивший название «Бурлан». Конструктивно это был все тот же ГАЗ 33081, но уже с удлиненной и усиленной рамой для установки дополнительного моста. Дополнительный задний мост установили на рессоры, размещенные с внутренней стороны рамы, а также установили амортизаторы, что позволило сохранить колесную базу, увеличив при этом жесткость конструкции. А подвеска центрального непроходного моста осталась неизмененной. Силовым агрегатом послужил рядный четырехцилиндровый турбодизель ММЗ D245.30 мощностью 156 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач СААС-433-420 и спаренной с ней доработанной раздаточной коробкой от ГАЗ-33081. Далее крутящий момент 1700 оборотов в минуту через трансмиссию передавался на все три ведущих моста. Стандартная двухместная кабина, колеса и многие узлы также перешли по наследству от ГАЗ-33081 «Садко». Проведенные дальнейшие испытания Бурлана показали, что благодаря дополнительной третьей оси возросла грузоподъемность до 5 тонн. Его проходимость по легкому бездорожью повысилась. И вообще он показал себя вполне неплохо. Но вот с преодолением крутых подъемов у него возникли сложности. Маловат оказался клиренс 315 мм. И отсутствие проходного среднего моста и балансирной подвески дает о себе знать. Поэтому, посчитав плюсы третьей оси незначительными, ограничились всего одним опытным экземпляром. Удастся Трансмашу учесть все ошибки и создать достойный трехосник, который не будет хуже двухосников, или его ждет такая же участь, что и предыдущие разработки трехосных грузовиков завода ГАЗ, покажет время. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаем всего хорошего, до новых встреч!